Так, ну я включил. Угу. Будешь жевать, сидеть? Да. Всем привет! Это Илья и Алина. Мы уже 2,5 года живем в Аргентине, в Буэнос-Айресе. И сегодня хотим поговорить с вами о том, что мы поняли за это время. Пройдемся по разным темам, выскажем свое мнение, потому что оно уже подкреплено нашим опытом жизни здесь. В прошлом ролике я рассказывала о том, как мы здесь обустроились, вообще про наш быт, про работу, и вы нам задавали комментарии. Вот в этом видео мы также ответим на эти комментарии. Вообще хотим, чтобы этот формат получился больше такой какой-то разговорный, как будто бы мы разговариваем с друзьями. Да. Я немножко выписала основных тем, поэтому буду подглядывать, и мы постараемся высказывать свое мнение как-то по очереди, потому что, может быть, мы даже с чем-то не согласны будем. Да, многие вещи у нас мнение разное, явно. Посмотрим, что у нас из этого получится. Первая у нас тема — это люди и менталитет. Сразу по приезду сюда мы поняли, что люди здесь обалденные, очень добрые. Возможно, к нам такое отношение, потому что мы иностранцы, но всегда все хотят как-то помочь, подсказать. Если мы там общаемся с людьми, то они всегда не говорят нам: «Ой, ты плохо говоришь по-испански». Всегда нам говорят: «У вас класс, отличный испанский». И всегда хотят выслушать, подсказать и помочь, несмотря вообще ни на что. Угу. Для нас поначалу это было каким-то удивлением. Сейчас мы уже привыкли, конечно. Что мы сразу это поняли, так мы и до сих пор и считаем, что люди здесь обалденные, душевные, очень добрые. Реально классно, когда тебя окружают такие люди. Да, и с этим я полностью согласна. С темой расизма мы здесь как-то вообще не сталкивались. И я помню, что задавали как раз-таки комментарии по поводу того, что люди могут быть с разных стран и даже порой враждующих стран, и как мы здесь уживаемся. И я хочу сказать, что и как аргентинцы, так и в целом народ, который сюда приезжает. Ну, в этой стране много людей, здесь не только аргентинцы, это вообще страна иммигрантов, и здесь вся Латинская Америка сюда собирается, здесь полно итальянцев живет, испанцев, коренных в смысле. Да, то есть люди абсолютно разные, и как будто бы здесь вот просто уже заложено, что ты сюда приехал, и ты должен уважать другого человека. Вот так, собственно, мы со всеми здесь и общаемся. То есть какой-то вражды ни с кем вот здесь мы не замечали. Ну да, несмотря на национальность, несмотря там на взгляды какие-то, все люди не разделяют на белое и черное, люди просто живут и все друг другу помогают. Какое-то такое общество сложилось. Хотя мы недавно мужчину встретили одного на теннисном корте, он нам сказал, что аргентинцы типа на словах добрые к вам, но в голове, он показал, вот так говорит, в голове они не любят там вас, нас, русских я имею в виду. Не знаю, мне кажется, что это у каждого свое мнение, и вот мы ни разу нереально сталкивались с каким-то негативом. Может, правда, они показывают это все, а в голове у них что-то другое. Не знаю, в голову мы не можем залезть, поэтому говорим, что как мы видим. И в целом хотела бы добавить о том, что здесь такое сформировалось, если мы не говорим про аргентинцев, то вот именно русскоязычное какое-то тоже очень хорошее комьюнити. Все друг друга поддерживают, много есть чатов в Телеграме, где можно задать какой-то вопрос, и многие отвечают, то есть... и неважно, откуда ты приехал, в целом здесь все это размывается, мы здесь... Все мы, там, славяне, мы все приехали просто на другой конец планеты, там, на другой континент, и все здесь как бы живут нормально. Друг друга и аргентинцы понимают. В этом плане всех поддерживают нас. Да, есть, конечно, люди разные, как и везде, в принципе, но именно вот если в целом, в общем, мы говорим, то я бы сказала то, что комьюнити такое очень доброе и друг другу помогающее. Следующая тема — это путешествие и природа. Так, природа здесь просто невероятная, мы побывали во многих местах уже, конечно, не везде, далеко не везде, но все, что мы видели, это была невероятная какая-то природа. Многие места, которые здесь есть, их нельзя встретить у нас там в стране. Многие считают, что Аргентина одна из самых красивых стран в плане природы. Это, скорее всего, это действительно так. Да, можно найти разный климат. Если мы говорим про более северные города, то они теплые, а если опускаемся вниз, южнее, то там уже, конечно же, будет прям похолоднее. Вот, то есть кому больше какой климат подходит, здесь
здесь все можно найти. Также здесь есть и океан, и горы, и ледники, и киты, пингвины, как это Ламы. красные ламы, да, красные скалы, там разноцветные, зеленые горы. Короче, от обезьян до пингвинов. Да, ну, Единственное, что, обезьяны не наверное, знаю. да, есть там, где Миссионес, где Игуасу, там Да? вроде есть уже обезьяны, да, водятся где-то в джунглях. Да. Ну, может быть и нет, но я не знаю. Ну, вроде попугаи. водятся, да. Вроде Попугаи водятся. Ну, здесь попугаи везде, да. Попугаи, причем даже там на севере, в Патагонии Да, есть. они здесь на есть, юге. зелененькие, здесь по На паркам юге или на севере? постоянно летают Ну, ладно. попугайчики. Колибри здесь есть. Ладно. Колибри. Да. То есть природа достаточно классная. Конечно, единственное, что океан не в том представлении, в котором он есть в головах, что это вот там белоснежный песочек и круглый год лето. То есть здесь океан более холодный. И в Буэнос-Айресе еще, кстати, многие думают, что здесь тоже есть океан, но его тут нет. Тут река. Она достаточно... Ну, залив, да, просто залив. Она достаточно грязная, в ней особо никто не купается, поэтому вот именно нужно ехать подальше, южнее, и там, конечно же, гораздо холоднее, то есть там в основном сезон это лето. Ну, не гораздо. Вон живут в районе Мар-дель-Платы, нормально все. Ну да, там, конечно, есть сезон, Ну, зимой они не купаются, да. купаются, да. Ну, купаются летом в Мар-дель-Плате, да. Ну, короче, 200 километров от Буэнос-Айреса уже есть отличные океанские пляжи, там и серфинг, и купаться можно, и отдых. Вот. Ну да. В общем, любой человек найдет для себя здесь прекрасное, нужное ему времяпрепровождение, и в горы сходит, и на море, и на океаны, и посерфит, и вот, все есть в Аргентине, это обалденно. Но в целом, если мы говорим о климате именно в Буэнос-Айресе, то здесь достаточно тепло, то есть зимой нет минуса, комфортная погода, да, бывает там 7, 10, 12 градусов, и нам уже сразу мы такие чуть ли не пуховики одевать, почему-то Ну, становится это из-за очень влажности, холодно. здесь холодно из-за влажности. Да, но это бывает там буквально, не знаю, там 2 недели, 1 неделю в месяц зимой. Ну, да. Ну и летом как бы жарища, прям она бывает там пару недель, ну, там плюс прям 35, сильно. да, а так в основном там 27-28 градусов, кайфовый климат в этом плане. Но летом вот из-за этой жары, не знаю, вот эти вот 2 года, которые мы именно провели в лете, было много комаров. Меня они очень любят. Вот, и я очень устала. Постоянно покупаешь эти репелленты, пшикаешься, и из дома невозможно выйти без... Много — это такое понятие растяжимое. Ну, если правильно выразиться, полчища комаров. Ты приходишь в парк, и просто ты идешь по траве, да, и просто клубы комаров разлетаются из-под твоих ног, потому что, ну, их... В основном это после дождей, то есть вот солнечные дни нормально более или менее, ну, то есть там, не знаю, 3 комарика в день укусила хорошо, а вот только пройдут дожди, и я просто вот так прохожусь коляской по траве, и вот и просто рой комаров, и я думаю, слава богу, что я попшикалась, но реально мне помогают эти репелленты, но это, конечно, такое, то есть иногда из-за этого не хочется идти в парк вечером летом, потому что прям кусают до невозможности. Вот. Меня Я это вообще не колышет, я, высказалась. наверное, невкусный. Вот есть люди вкусные, есть невкусные. Я невкусный, И меня вот часть- очень редко кусают. Да. Я как этот, А у меня нас иммунитет Герман от любит. комаров, я просто как железный человек прохожу сквозь них, и все, они от меня разлетаются. Да. Я моюсь, все нормально, от меня нормально пахнет, Я ну, тоже видимо, моюсь. ну, Не в этом наверное, причина. это... Говорят, типа, это от группы крови. У меня Наверное. отрицательное, у тебя положительное. Возможно, из-за этого. У меня, короче, это, знаешь, это не эксклюзивное, как сказать, не деликатес. У меня первое положительное, это не деликатес для них. А у меня первое отрицательное. Ну Вот, ладно. ну да ладно. Ну и сразу с этой темы перейдем на тему, как перемещаться по стране. Ну, конечно, здесь в принципе, развито авиасообщение, и в любой город крупный можно долететь на самолете. Ну, до недавних пор как бы все города, они между собой были плохо связаны, то есть приходилось лететь через Буэнос-Айрес, если нужно из одного мелкого города в другой переместиться. Сейчас вроде начинают налаживать этот процесс, и уже какие-то направления открывают из одного города в другой, минуя Буэнос-Айрес. На поездах здесь сложно перемещаться, ну, относительно того, что в России очень развитая сеть железных дорог. Здесь такого нет, здесь поезда просто в 900-е годы там их вытеснили, автомобили, и все, и это все забросилось.
Здесь больше автобусы и самолеты. Да, здесь я бы комфортабельные такие есть автобусы Да. туристические, прям с сиденьями, которые полностью раскладываются в кровати. сказала. Такие Там, кожаные, хорошие. да, там 8-10-часовое путешествие, оно вообще незаметно, потому что там реально такой повышенный комфорт-класс получается перемещение. Поэтому у нас, по крайней мере, я таких не видел автобусов. В общем, в плане перемещения это либо автобусы, либо самолеты, либо вот просто на своей машине, да, путешествовать. На поездах не получится. Но это, конечно, наверное, минус все-таки, да, такой. Ну, да. Ну, с другой стороны, тут самолеты не такие уж прямо дорогие. Ну, лоукостеры есть, да. Относительно адекватная цена, особенно если мы говорим, если летать из Аргентины куда-нибудь, куда-то подальше. То есть вот это, кстати, один из таких минусов, то, что прям, конечно, далеко находится от нашей родины, и нужно достаточно много времени потратить, чтобы куда-то прилететь. Другой, конечно. Но кто-то считает это плюсом. Ну, мы далеко, Вот, мы но далеко мы- от всех мировых проблем, вот это Да. плюс. Это как бы... Но мы также далеко от родственников, и это минус. Все. И также в тему транспорта, если мы говорим именно про Буэнос-Айрес, здесь очень хорошо развита транспортная система, есть метро, есть очень классные электрички, ну я бы даже сказала, они больше похожи на поезда. Это городские просто, городское надземное метро, можно так сказать. Ну да, в нем удобно, комфортно, именно вот по нашей ветке вообще очень мало людей ездит, и с коляской туда удобно заезжать. Также есть и автобусы. Автобусная сеть вообще очень развита. Я такого количества автобусов вообще не видел. Вот здесь реально на каждом перекрестке просто есть какая-то линия автобуса, и это настолько просто. То есть ты в любой точке реально смотришь на карту, и ты можешь уехать. Но водители часто быстро ездят. Ну, Это может быть какой-то стиль вождения так себе, плюс-минус. конечно. Но вообще здесь такой стиль вождения, как будто бы на интуицию. Ну, я, насколько понимаю, в других странах и Латинской Америке, ну, как нам говорили знакомые, еще похуже, типа здесь еще более или менее нормально, но все равно как-то ездят, вообще не понимая иногда правил, и бывает, что там, не знаю, там нет поворота, они все равно повернут, создадут какую-то опасную ситуацию. Иногда, когда мы переходим с малышом по пешеходному переходу, они могут останавливаться прямо посередине дороги, вот, чтобы мы прошли. То есть есть много каких-то, с одной стороны, это, конечно, очень приятно, но каких-то нелогичных штук. Кто-то пропускает упорно, прям посреди перекрестка останавливается, а кто-то вообще никогда не пропускает, и поэтому здесь вообще все ездят как по интуиции. И... Но, кстати, аварий не так много. Как-то, Ну мне да, кажется, мы тут аварий люди мало друг видели. друга понимают. Да. И, кстати, уже, ладно, к слову о людях. Мы видели несколько аварий, в которых люди просто выходят, обнимаются, целуются, смеются и разъезжаются дальше. Это для нас вообще было шоком, Да. что такое бывает. А еще есть прикол, что они паркуются очень... То Да, есть здесь все могут машины стукнуться вот машины так вот. побитые, Ой, да. нормально, типа... Или прям вот так вот вплотную припарковаться, и мы тоже так смотрим, ну ничего себе, Ну они да. умеют, да, парковаться. Вот, ну, короче, такой момент здесь тоже есть. Следующая тема — жилья. Она достаточно большая. Ну, мы постараемся вкратце рассказать наши мысли по этому поводу. Ну, с одной стороны, вот в Буэнос-Айресе огромное количество старого жилья, просто, особенно в центре, там просто старые дома какие-то с ручными лифтами, там многоэтажки очень старые. Но есть новое жилье современное, конечно же, с комфортными условиями. То есть есть дома, которые вообще без условий, то есть там даже лифт, который надо рукой открывать, да? А есть те, где там 5 лифтов, внизу там пост охраны, там коворкинг, бассейн, спортзал, джакузи, сауна, да? Своя там прачечная. И, ну, дома разные бывают. Ну, есть как бы частные дома, да, много частных домов, обычные вот такие бетонные коробки, вот латиноамериканские дома стандартные. Но есть и красивые. Да, тоже есть домики. красивые здания, там, ну, короче, в Буэнос-Айресе прям очень разнообразная архитектура, от самой такой старой, там, колониальной, да, это называется, до суперсовременных там небоскребов.
Вот. За пределами Буэнос-Айреса там уже, конечно, в основном это малоэтажная застройка, вот это типичные латиноамериканские бетонные дома. По поводу удобства в домах, здесь есть такой интересный момент, что есть, например, биде, но очень не распространены стиральные машины. То есть нужно либо идти куда-то в лавандерию, чтобы сдать свои вещи на стирку. Ну, есть квартиры со стиральными, но это прям какая-то супер находка, мне кажется. Это прям нужно постараться поискать. Это что-то для аренды специально сделано. Но если сдают, вот Airbnb часто бывают со стиралками. Но если местные люди, редко. то у них не будет стиральной машины, скорее всего. Ну, все равно достаточно редко. У нас, например, это вот прям как будто бы очень странно, что квартиры нет без стиральной машины. А здесь наоборот, это скорее исключение, что здесь будет стиралка, чем она не будет. Зато вот биде есть. Да, здесь очень странно, если биде нету в доме. Еще есть иногда в новых домах тоже стиральные машины. Они обычно находятся в подвале. И там нужно ходить, покупать специальные такие монетки, засовывать их вот на определенное время. Вот у нас как раз-таки такой дом, и мы уже к этому привыкли, но все равно я считаю, что это достаточно неудобно, особенно с ребенком. Не понимаю, почему стиральные машинки не ставят в дома. Так, следующая тема – это продукты. Продукты. Выбор продуктов тут не такой большой, как во многих странах Латинской Америки или, в принципе, по миру, как мне кажется, то есть там... Да нет, в Латинской Америке, наверное, еще меньше, еще более скудная кухня. Почему? Здесь итальянцы, испанцы понаехали, в смысле, давно еще колонизировали, и пиццу привезли сюда, и разную пасту, и все такое. Здесь кухня как бы разнообразная. И китайская кухня, я про здесь продукты есть. Говорю. Что кафешек много разных интересных, да, можно попробовать разные блюда, но опять же нужно ходить искать, потому что больше стандартная аргентинская еда, это типа миланеса, картошка фри, пицца, эмпанадосы, то есть что-то такое, тесто с чем-то. Либо не тесто, а вот картофель фри, то есть... Да, выбор именно продуктов скудный очень. Продуктов мы говорим про продукты в магазине. То есть если там это макароны, то там, я не знаю, это там 4-5 выбора, да, марок макарон. И много чего нет импортного, или если оно есть, то оно сразу же стоит, там, не знаю, раз в 5, в 2, в 3 раза дороже, чем это можно купить где-то в другом месте. Но если это местное производство, то оно, как мне кажется, очень вкусное. Потому что мы с Ильей, когда готовим что-то дома, то есть там, опять же, там я делаю пиццу из местного сыра, там курицы, помидоров, и все это, мы просто сидим дома и постоянно кайфуем. Мы кушаем утром омлет, который готовит Илья, кушаем стейки, и это все настолько безумно вкусно, то есть мы сидим такие друг на друга смотрим и не понимаем, мы вообще-то когда-то вкусно ели. Да, реально ингредиенты какие-то вкусные. Прям. Да, если ты готовишь дома, то можно выбрать определенные продукты, которые прям вкусные-вкусные, как по мне. Это фрукты, мясо, сыры. Да, сыр обалденный, вот этот тянущийся, да, который для пиццы. Я вообще его не видел раньше, когда до приезда сюда. Очень вкусно. Это, наверное, основные позиции, да. Но вот, например, шоколад здесь тоже достаточно вкусный есть, местный, но он будет выбора мало. По цене подороже. То есть он есть на самом деле, но подороже. Например, я Милку, когда там в России, я постоянно ее покупала и кушала. Здесь я ем меньше шоколадок, потому что если ты там, я не знаю, сколько она сейчас там стоит, но здесь, если ты берешь обычную пачку Милки, это где-то $5. Я съедаю по одной в день. Здесь, поэтому мне пришлось ее есть меньше. Либо я иду именно покупаю какую-то вкусную местную, например, рапануи. А еще здесь очень много мороженого, много лавок именно с мороженым, разными вкусами. Пока что в те лавки, в которые мы ходили, нам везде практически нравилось мороженое. Здесь распространено, по крайней мере, в Буэнос-Айресе, итальянское мороженое, джелато. В каждом районе много точек, есть где много магазинов, где продается мороженое. Есть прям такие премиальные, классные, там типа Лучианос, да. Есть обычные, там какие-то одиночные магазинчики. Везде, в принципе, да, вкусно, джелато делает классно.
Да. Но еще в целом еда, ну такая, то есть обычная еда скудная очень, да, то есть там то, что много чего мы привыкли, вот у нас там кушать, да, на родине, здесь многого нет, то есть здесь очень мало всяких пирожков разных, то есть здесь выбор выпечки ограничивается там эмпанадами, да, и медиалунами, и фактурами. Это разные там небольшие такие булочки с разными начинками. А рикотта С рикоттой, да. и с каким-нибудь вареньем сверху. Да, айвовым. Часто айвовое варенье, да, и все. И они практически, эти фактуры, эти булочки, они везде одинаковые везде, на вкус. И, ну, мы поначалу их брали, но потом это просто приелось. Сейчас мы реально берем просто обычные медиалуны, это типа, ну, сладкие, типа круассанчики, да, без начинки, без ничего, просто сладкие. Вот, они приятные, но... Ну, тоже надо знать места, не везде Короче, таких вот вкусные. пирожков, там, как у нас, да, там, с картошкой, с капустой, с мясом, такого нет. Вот здесь вот эмпанады. Да, но это вот дело привычки, то есть, да, ну, как и везде. Ну да, это мы просто не говорят, привыкли. Типа там творога нет, нет гречки, там квашеной капусты. Ну, да, ну, короче, это все особенности культуры, да, Да, здесь просто этого нет, да. и как бы с этим ничего не сделать, ну, Да, вот так. да. Аргентинцы, наверное, тоже к нам приедут и будут думать, блин, что они не едят эмпанады, да, Да. что за пирожки, что это такое вообще. Хотя Герман обожает эмпанады. Да, нет, ну мы тоже любим, да, Ну мы да. тоже почти каждый день едим эмпанады. Да, уже как-то Вот. привыкли к этому. Не, мне нравятся эмпанады, вкусная тема. Просто именно, ну, есть такое чуть-чуть, что ты привык к чему-то своему, и здесь этого нет, и ты такое немножко грустишь. Да. Приходится готовить самим. Следующая тема такая животрепещущая. Это выбор одежды в Аргентине, ну, в Буэнос-Айресе в большинстве, да, в Буэнос-Айресе. Такого изобилия одежды, как мы привыкли, здесь его нет. Просто нет. Как бы дешевых магазинов очень мало, крайне мало. Ну, типа вот H&M нет, там, да, Бершки нет, ничего такого нет. Магазинов среднего сегмента много, но качество, оно вообще очень такое плохое одежды. И это вообще не средний сегмент, ну, то есть с нашим там средним сегментом вообще не сравнить. Дешевая одежда, она вообще ужасная по качеству, и еще и по дизайну не очень. Ну, короче, каких-то вот сетевых прям брендов такого здесь нету, ну, кроме Зары. Ну, Зара — это отдельная тема, она здесь, ну, по ценам мы еще поговорим, раза, да, да. она здесь в 2 раза дороже, чем у нас там была. Поэтому здесь это как у нас у Массимо Дутти, вот здесь это Зара такая же по цене. То есть это прям уже ближе к среднему сегменту. Ну, качество тоже такое, ну, нормальное в целом. Да, ну, как бы бывают скидки. Ну ладно, про цены потом, да? Ну да. Ну, короче, я думаю, что здесь можно понаходить одежду, но нужно ездить там в специальные районы. Да, вот в том-то и дело, что здесь нужно реально ездить на какой-то там рынок, да, там вот есть районов несколько, где прям много магазинчиков таких. То есть ты просто не можешь прийти в торговый центр и купить одежду, потому что, нет такого выбора одежды масс-маркет, да, то есть вот мы просто обычную одежду носим. Мы там не носим там какие-то супер там люксовые бренды, и обычную одежду носим, и вот здесь непривычно это. Приходится, да, ездить искать. Такого, ну, как-то вот не развит почему-то здесь. Нам там, кстати, в комментариях к предыдущему видео писали, что мы буржуи, и что, типа, ну, я, насколько понимаю, типа, ничем не занимаемся. Вот. Зажрались, сидим у себя в Да. Аргентине, да? Занимаемся спортом, гуляем по паркам. Но на самом деле это не так, не знаю. Мне Камон, показалось, какие что мы я, буржуи. да, вообще по-другому описывала все видео. Короче, какие мы буржуи. Мы сюда прилетели в 23-м году. Когда тут было все дешево. на Ну самом нет, деле. ну да, ну я не про это, я про то, что мы приехали сюда, я без работы остался, то есть я уехал, я вообще без работы сюда приехал. У Алины был доход 30 тысяч рублей онлайн, да, она там онлайн работала СММ. Мы когда сюда прилетели, у нас было 4,5 тысячи долларов на руках. То есть мы летели в никуда вообще. У нас здесь ни знакомых, ни друзей, никого, ни работы. Вот у нас был доход 30 тысяч рублей. Сейчас мы уже, да, я уже работаю, Алина тоже там подрабатывает, у нас доход вырос, но называть нас буржуями, это, ну, как минимум, вообще, это, ну, Немножко это не то. Хотя я ничего не имею против буржуев. На самом деле. Просто меня очень позабавил этот комментарий. Ну да, мы прям в голос посмеялись. Да, я не поняла, почему. У нас, видимо, сложился такой образ. Ну, вообще, кстати, вот это...
когда человек прилетает в какую-то другую страну, как будто бы он сразу там какой-то миллионер. Да. Но на самом деле... Ну, Мы, все по-разному. Здесь есть, да, ну, достаточно состоятельные люди, и мы со многими, с кем общаемся, мне кажется, большинство зарабатывает больше, чем мы. Да нет. Ну, как-то постарше, может быть, нет? Да нет. Мне кажется, плюс-минус все. Да? Но мне кажется, что нет. Ну, короче, мы прям иммигранты. Да, мы не то, чтобы, мы мы не то, чтобы там на стройке работаем, но Ну, да. мы, короче, сами здесь нашли себе доход и обосновались, и живем. Ладно, перейдем с этой темы. Еще хотела продолжить по поводу одежды, вообще доставки. Сервисы здесь — это то, что многие вот как раз-таки заказывают одежду. Это просто более привычно через доставщиков с Wildberries, там, с Озона, с Яндекса. Именно, опять же, из России везут вещи сюда. Вот. Потому что многим так почему-то, ну не почему-то, я понимаю их, почему так проще. Ты просто сидишь, ты уже привык, что у тебя вот эти сервисы. Опять же, нас еще иногда смотрят аргентинцы, поэтому вот для них чуть-чуть расскажу, что ты просто лежишь на диване, вот так вот листаешь у себя в телефончике, там куча отзывов, куча фотографий, куча всего. И очень легко поэтому выбрать одежду. Ну, одежда и вообще товары на любой вкус, кошелек и вообще любые абсолютно. Но здесь тоже есть Mercado Libre. Здесь есть Mercado Libre, но там очень плохие фотографии зачастую, там типа 2 отзыва каких-то непонятных, и, ну, это еще хорошо, что они есть. И поэтому ты как бы, ну, можешь что-то взять, да, тебе в принципе придет, но это не тот сервис, который есть у нас. Вот. Хотя как бы тоже потихоньку здесь, кстати, заходит сюда Shein, Amazon. Опять же, ты не так много можешь купить, по-моему, до $500 один заказ у тебя может быть. Вот. И в год там еще тоже есть какое-то ограничение на стоимость покупок, но уже можно заказывать хоть так. А там, кстати, приятные цены, и тоже можно повыбирать. Там отзывов вообще, мне кажется, миллиард просто. И фотографии хорошие, и все. Не, ну в этом плане, ну как, я не знаю, я прям огромного минуса в этом не вижу. Ну, да. То есть ты можешь спокойно здесь жить и на доставку себе там продукты заказывать и одежду. Но опять же, просто выбор не такой большой. Да. Ну и цены, да, конечно, могут зачастую быть выше, чем мы привыкли. Поэтому многие, если хотят закупиться там вещами, да, допустим, какими-то там электронными штуками, да, там электроникой, они все часто покупают у себя там, где, ну, в России, например, и возят сюда через курьеров, потому что много курьеров есть, ребят, которые возят товары. Либо едут в Чили и в Бразилию. Ну да, Там либо тоже летают покупают. вот в Чили, например. Вот, я об этом мечтаю. Поехать в Чили и закупиться там вещами. Ну Вот, да, мне в кажется, Чили, там... да, в Чили. Я просто вот сравнивала как раз-таки Зару, и она там ровно в 2 раза дешевле. То есть даже когда здесь есть скидки, там все равно там прям вот, ну, супер дешево ты можешь купить. Просто одинаковые вещи. А здесь еще прикол в том, что часть вещей именно made in Argentina, и они почему-то часто бывает там, ну, вот мы там майки Levi's покупали, там с дырками, через 2 недели там как-то выстирываются, не знаю, с чем это связано. То ли мы так попадали, может быть, мы еще не знаем, как тут реально можно покупать вещи, как бы не родились здесь, и пока для нас вот эта тема непонятна, и нам проще куда-то улететь и купить так, как мы это умеем, или вот там на Шейне заказать. Да нет, ну здесь, кстати, это хорошо, я считаю, что все товары практически здесь, они как бы производство аргентинского производства, очень, ну, я, по крайней мере, почти на всех вещах, которые мы покупали, я вижу, что это индустрия Аргентина, как бы написано, и это хорошо. Ну, в плане того, что как бы для страны это хорошо, когда у тебя свое производство во всем. Но да, в плане качества одежды, ну, да, ткань часто пробитая, либо нитки какие-то плохие, то есть по швам расходятся часто. Ну, вот эта кофта у меня уже... У меня. Мою кофту носит, короче, уже считает своей. Ну да. У меня. Вот эта кофта у него уже 1,5 года, да? Да, ну вот. И она нормальная, все. Ну, это вот эту одежду мы купили, да, мы ездили. Там есть вот именно определенный магазин, который вот у него нормальное качество. Вот мы его нашли и там покупаем кофту. Ну да, это не в торговом центре, это как раз вот в зоне, так торговой зоне во Флоресе. Там есть много магазинов.
Да. Вот. У них там прям свое производство на втором этаже, да, а на первом этаже они продают. И вот, ну, есть очень хорошего качества одежда. Ну, вот, тут, короче, такое надо поискать. Тема вообще жизни здесь с ребенком, ну, это, мне кажется, все говорят о том, что здесь безумно любят детей, все ему улыбаются, когда Герман только родился, то есть там везде расступаются очереди, и есть еще... Ну, не расступаются, просто уступают везде, да. Преувеличила. Уступают. Не, ну реально, это для меня просто, ну, капец, как всегда приятно, когда ты с ребенком, тебе тяжело, и тебе улыбаются, ты выходишь на прогулку, тебе говорят, какой у тебя килин да бибей, и ты такой, ну ладно, хорошо, уже день как-то лучше пошел. То есть мне это прям, я бы сказала, очень помогало. Также хорошая медицина в плане родов. Ну, у меня есть отдельные видео на канале, можете посмотреть роды, про медицину, я там рассказывала, то есть это все можно посмотреть отдельно, но если в целом сказать, жизнь с ребенком здесь достаточно комфортная именно в плане того, как к тебе относятся, как к маме и как относятся к малышу. Ну да, они здесь все прям любят детей, прям искренне видно, что любят детей. Да. Там... Это не наиграно. Ну да. Ну вот если именно Буэнос-Айреса касаться, еще удобно, вот если ты с коляской, да, у тебя везде там пандусы, везде какая-то безбарьерная среда, то есть прям практически в любом районе города у тебя на тротуар есть где заехать, есть где съехать, это прям обалденно на самом деле. Потому что у нас там в Ростове такого не было и в помине. Там, наверное, ни одного нет такого прям, ну только в центре, там на паре улиц. Здесь все вот, везде, в любом районе, там практически, ну именно в плане капиталь-федераль, то есть вот федеральная столица, там везде есть безбарьерная среда, что очень удобно с коляской. Короче, заботятся они о людях. И дальше, если мы говорим о ребенке, опять же, то вот он родился, да, и потом мы его уже, Германа, да, отдали в детский садик, то есть знаем, что это такое, не понаслышке. И мне очень нравится наш детский садик, здесь есть частные, бесплатные детские садики, но опять же, я думаю, что я запишу отдельное видео, потому что мне очень много есть что про это рассказать. Вот. Поэтому перейдем к следующей теме. Наверное, перейдем к теме безопасности. Это важно, да, сказать. Это одна из таких важных тем. Ну, в плане безопасности мы много слышали, у нас там у друзей многих как бы крали вещи, да, телефоны там на улицах и там кошельки, да. В основном в плане безопасности что? Здесь, ну, преимущественно это ненасильственные преступления, то есть кражи, там, да, воровство, там, иногда это грабежи там с насилием, да, там нож, там пистолет приставят к тебе, да, и отдавай все, что есть. Но прям, насколько я знаю, что вот насильственных преступлений здесь мало. В основном, короче, это из-за того, что люди, ну, не богатые часто, и они просто выживают, и поэтому им просто надо жить, и они воруют. Вот. Опять же, это такое, что это, ну, в основном случается либо в неблагополучных районах, вот Виши, там, да, трущобы, да, туда просто не заходить. Либо в центре, прям в туристических улицах, туристических кварталах, да, в достопримечательностях, там, где достопримечательности, ну, нужно просто соблюдать базовые правила безопасности, да, не оставлять там телефоны, не оставлять там ценные вещи где-то на видном месте, ну и следить, чтобы просто возле дороги там те мотоциклисты из рук не вырвали. Да, дороги — это основные, мне кажется, Да, места. Здесь именно мотоциклисты любят вырывать что-то из рук. У нас, да, короче, у нас у друзей там воровали телефоны и в метро, и просто так. С этим, да, ну, с этим мы живем. Но опять же... Телефоном я пользуюсь на улице, но просто я всегда помню в голове о том, что здесь такое есть, и поэтому я стараюсь это делать аккуратно. То есть я достаю телефон, посмотрела по сторонам, типа все. Я не хожу прям постоянно, не болтаю по телефону. Рядом с дорогами я вот так вот не выставляю телефон, не смотрю на карту. То есть я имею бдительность, я уже к этому привыкла, и мне как бы, ну, не кажется. То есть и я не чувствую здесь прям какую-то такую супер опасность, скажем так. Ну, то есть... Ну, это к тому, что, да, ну, если у тебя тут золотая цепь вот такая на шее висит, то, конечно, ее могут оторвать у тебя вместе с шеей. Но я слышала то же самое сейчас как бы и про Европу, что там тоже очень много там мигрантов, постоянно воруют. Ну, то есть здесь не прям, чтобы прям опасность какая-то. И вообще Аргентина, я, насколько знаю, одна из самых безопасных стран в Латинской Америке. Да, вообще, да, я постоянно сейчас вижу в рилсах миллионы
миллион видео из туристических, там, из Испании, там, да, из всяких, из Лондона, где просто огромное количество просто каких-то краж везде у людей. Люди просто цепями там пристегивают свои сумки. Я не знаю, это какое-то прям до абсурда доведено. Здесь спокойнее, здесь спокойнее. Нам тоже так, может быть, это кажется, может. Надо бдительным быть просто, и все. Ну, как бы у меня в жизни тоже, там, у меня в России воровали там из шкафчика телефон, кошелек у меня воровали, у меня разбивали там машину, крали там музыку, все вытаскивали. И, то есть, ну, просто это везде есть. У меня телефон воровали. О, да, у Алины телефон воровали. Здесь, ну, просто надо быть бдительным, и это везде. Ну, везде, особенно во всех туристических местах. Ну, то есть это не настолько прям какая-то супер огромная опасность, что ты только вышел из дома и все, с тобой точно что-то случится. Ну, если ты живешь в туристическом месте, да, наверное. Ну, просто бдительным надо быть, да и все. Вот и вся преступность здесь. Да. Ну и не ходить, да, в неблагополучные районы, потому что там реально люди бедные, они там живут там на $200 в месяц всей семьей, да, и, естественно, они просто выживают. Когда ты голоден, ну ты как бы реально будешь на все пойдешь, чтобы прокормить себя, свою семью, поэтому, ну, отчасти их можно понять. Ну, другое дело, конечно, почему они голодают, и ведь работа здесь есть, ну, это, короче, уже целая тема для отдельного видео, наверное. Следующая тема – это работа. Ну, это такая тема, мы не особо шарим в этой теме. Ну, мы знаем, что здесь есть, как бы, в Буэнос-Айресе, да, есть много работы, там, в любое кафе можно устроиться, там, официантом, да, то есть, ну, если человек хочет работать, он будет работать. И что здесь интересно, что там минимальный уровень зарплаты, ну, по крайней мере, который заявляется, да, правительством, он, ну, достаточно высокий вот в Буэнос-Айресе, что там любой там, да, работник сферы торговли, он там получает минимум там что-то там 700 тысяч песо в месяц, да, то есть это где-то там $600-700. Это, ну, если это правда, то это, ну, нормальная зарплата. В принципе, на эти деньги можно одному жить. И, короче, работа есть. Было бы желание, да? Вот. Мы здесь работаем онлайн в основном, то есть, да, я там фрилансер, Алина вот работает, она там то на съемки ездит и многими всякими разными другими штуками занимается, вот. Но, ну, как бы я наслышан, да, что работа есть, и если человек с руками, там всякие, да, мастера, там парикмахеры, там маникюры, ресницы, а если ты там умеешь там кондиционеры чистить, там, да, что-то там делать по ремонту, то ты просто вообще золотой человек, и у тебя здесь будет возможность заработать всегда, потому что... Да, но нужно искать все равно, то есть это, естественно, не то, что ты приехал, и вот прям сразу тебя все берут с руками и ногами. Ну да. Ну и это скорее больше, наверное, если еще не знаешь язык, то это больше для русскоязычного комьюнити, оно тут как бы большое, тут, ну, действительно можно помогать много... Ну, можно найти, даже если вот вообще языка нет, можно на русских работать. Да. Потому что здесь много русских иммигрантов, которых не да. сейчас приехали, здесь же до этого несколько волн иммиграции были, и русских много. Ну, и да. работу можно найти в целом. Да, но нужно искать. А если вы работаете удаленно, то как бы, ну, тогда вообще другой разговор. Ну да, здесь удаленная работа легко, можно там на, не знаю, на $1500 можно очень даже нормально жить. Ну, просто можно жить. Можно жить на $1500, можно. Ну, надо ужиматься, мне кажется, на $1500. То есть это если найти какую-то там квартиру в не супер хорошем доме, мне кажется, либо в хорошем, но маленькую, и, ну, это типа будет на еду хватать, там, на какие-то вещи, наверное, чуть-чуть чего-то купить. Вот. Ну да. Мне ладно. кажется, что на $1500, ну, типа, тяжеловато. Можно, опять же, но это не прям суперкомфортные условия. Ну, это, наверное, так. такой минимум, чтобы более-менее просто жить. Ну да, да. Периодически там выбираться куда-нибудь, да, там раз там, в 2 недели. Ну да, наверное, так. И как раз плавно сейчас перейдем к теме цен. Ладно, давайте про цены немного скажем. Сейчас Инстаграм просто забит тем, что Аргентина самая дорогая страна там в мире. Что-то все ходят там, фотографируют эти цены там на Биг Мак, да, в Макдональдсе, там, который там $15 стоит. Ну, во-первых, это не просто Биг Мак, а комбо. И это нормальная там цена для Европы, я считаю. Ну, там, может быть, да, ну, нормальная цена европейская или американская. Но
цены как бы, да, выросли, но раньше здесь было ультра дешево, Ну а да. сейчас здесь просто нормальные там мировые цены стали. То есть, если сравнивать с той же Европой, здесь огромное количество продуктов дешевле, чем в Европе. Что-то дороже, да, то есть цены, ну, что-то дороже, что-то дешевле. Сейчас рынок здесь, он как бы только, грубо говоря, формируется после там прихода Милея, да, рынок формируется и все налаживается постепенно. То есть цены как бы рынок регулирует уже, начинает регулировать. Поначалу это была, конечно, анархия полная. Вот, то есть цены взлетели, каждый ставил свою цену, какую хочет. Но сейчас уже рынок немного начинает это сам регулировать. Если слишком дорого, просто люди перестают покупать, ну и вот обычные рыночные законы включаются. Продукты здесь нормально по ценам, ну то есть Ну, что-то... это если мы живем тут вот какое-то количество времени, и типа есть возможность покупать местными картами, а если вы знаете уже там магазинчики, где подешевле, где подороже, кайф вообще этим заниматься, потому что, ну, некоторые заказывают на доставке только какие-то продукты, или там в кафешках, вот это, мне кажется, туда будет дороже. Короче, если искать, если нужно прям дешево покупать продукты там, да, допустим, то просто нужно знать, где что купить. Да. Там, и если ты как бы в этом уже разбираешься, здесь живешь, то ты можешь тратить такие же деньги, как ты бы тратил вот в нашем Ростове-на-Дону, допустим. То есть, если цены сравнивать. Сейчас не знаю, какие цены, но 2 года назад мы там в Ростове тратили вот определенную сумму. И сейчас мы понимаем, что ну, цены плюс-минус, короче, как сказать? Короче, цены плюс-минус, как и в России сейчас. Мы там смотрим, да, там в пятерочке, там на сайте цены. И плюс-минус то же самое, если ты, ну, просто... Ну да, чуть-чуть Да, заморачиваешься. ну вот мы ходим, там яйца покупаем, у нас яичный магазин рядом с домом. Если мы там Да. яйца покупаем, потому что в супермаркете дорого, там дешево. Ну да. Овощи мы покупаем в соседней вернулерии, ну, овощной магазин, потому что там прям можно отличные Ну и там фрукты лучше дешево качество. купить. Да, То есть мы ну да. покупаем яйца, они прям огромные, а в супермаркете они обычно маленькие, и ну там 12 штук можно купить. Нет, там, по-моему, есть большие наборы, ну да, они прям подороже, вот, а мы покупаем прям суперкачественные, типа и овощи, и фрукты, и, возможно, поэтому нам здесь очень нравится кушать Ну да, наверное. все продукты. В общем, если ты знаешь, где что купить, то вообще дешево Но получается. часть людей здесь делают доставки с магазинов. Кто-то обращается, опять же, вот к русскоговорящим. Они тоже здесь уже сделали какую-то сеть доставку питания. Ну, то Ну, в есть, Буэнос-Айресе. Да, и там, как бы, естественно, что там будет гораздо подороже. Вот. То есть, ну, каждый живет по уровню своего комфорта какого-то. Но в целом, Поэтому, короче, можно блин, так нормальные продукты сложно. покупать по нормальным ценам. Да, но так сложно говорить о ценах на самом деле. Ну, все вообще в разных местах покупают, и вот посади рядом 2 одинаковых людей, и один там будет тратить в месяц, ну вот там, да, на семью. Ну, мне кажется, мы где-то, ну, долларов 600-700, наверное, на продукты тратим. Ну да. А, ну, кто-то типа 1500, и им будет это и то мало очень казаться. Ну, вот именно для, там, на Ну, мы продукты. говорим про наш опыт, мы не говорим за всех, Да, поэтому ну, мы прям не можем сказать реально про него, сложно. потому что мы можем сказать про себя. Вот мы Да. говорим про себя, что, в принципе, ну, можно нормально жить, нормально, там, по нормальным ценам Да, покупать. ну и не то, что мы покупаем там самые дешевые Да. макароны только и хлеб, хотя хлеб Ну тут да. дорогой. Вот если совсем сравнивать, вообще, то хлеб прям не поймем, почему Короче, он столько то, стоит. Ну, что в Инстаграме видно, это вообще, это очень сильно преувеличено, и Да, я не знаю, для по-разному чего можно это здесь. делается. Другое дело, да, там рестораны, рестораны сейчас, кафе сильно подорожали с тем, что было раньше. Раньше прям ну, реально ультра дешево было. Сейчас, ну, подорожали. И, ну, учитывая, что Буэнос-Айрес это столица, ну, в этом плане, ну, наверное, ну, для столицы, наверное, нормально, или, может, чуть дороговато, да. Вот. Всякие ну, цены на услуги нормальные, я считаю. Я вот хожу, подстригаюсь, да, у меня борода и голова. Подстричься получается сейчас сколько? Ну, 10-12 долларов Ну, полностью или ходят к подстричься. местным. Я к Если местным ты хожу, но у меня, записаться, да, к мне нравится, как меня русскоговорящим, стригут. Да, то там будет где-то 40-50 долларов, наверное, такая стрижка. Ну, Ну вот понятное дело. женская стрижка 50 стоит сейчас. Ну вот если мне просто пойти подстричь челку и Ну, к волосы. русским. Ну да. Ну, а я ж про русскоговорящим, местных говорю. да, и разные есть. Да, да, я говорю. Ну, если к местным ходить, то может, про нормально. местные цены Да, говорим, а не про да, русские. Да. Вот. Короче, ну вот 10 долларов моя стрижка, 12, окей, 12. Если прям вообще в лакшери какую-то парикмахерскую зайти местную, там мне стрижка выходила в
20, да, долларов, 23 доллара у меня выходила стрижка. Но я в 2023 году я подстригался также там у моего там знакомого. Он мне тогда подстригал за 2400 рублей. То есть тогда это было уже 25 долларов, да? Но некоторые не любят ходить в местные салоны, и вот они ходят только к русскоговорящим, типа, потому что считают, что у нас лучшее качество, и в плане, ну, стрижки волос, там, окрашивания такого возможно, именно, ну, для девушек, то есть прям нужно поискать, да и для парней, наверное, тоже. А вот если мы там говорим о маникюре, ну, каких-то таких услугах, то прям многие пользуются услугами русскоговорящих, потому что здесь даже какие-то бытовые штуки в плане обработки материалов, типа, там, пилочки все, одна пилочка на всех, ну, короче, много каких-то штук, которые очень пугают. Вот, Слушай, то но есть это все тоже... относят просто к этому. Это Ну, не везде, 100% есть места, где может быть, я они не отлично находила. делают. Я когда ты же не ходила приходила, там много куда. Мне делали хорошо, но я переживала, что, ну, инструмент не обработан. Типа, вдруг мне там что-то занесут. Ну, меня, короче, это... Я не понимаю, почему не обрабатывают инструменты. У нас везде, хоть ты кому-то на дом придешь, всегда стоит вот эта вот машинка с обработкой инструментов. Вот, но это уже мое какое-то. То есть, если вот на маникюр, я вот предпочитаю ходить только к нашим, потому что я не понимаю, почему здесь нет обработки. Но это все равно не обобщай, потому что 100% Ладно, может быть, где-то миллион есть этих, где они обрабатывают. Возможно. Здесь тысяча всяких есть классных мест, просто мы мимо проходили там. Ну, много есть очень красивых, да. То есть, если бы ты все обошла, можно было бы 100% так утверждать, но... Да, я обошла не все места. Ну, насчет обмена там денег, да, вот процент тоже обменных курсов. Сейчас уже курс один, то есть раньше был там Blue курс, раньше был официальный курс, там 12 курсов было разных. Сейчас вроде бы все там примерно уже на одном уровне, там что, ну, Blue курс тоже есть, как бы, ну, черный, но он сейчас примерно уже точно такой же, как официальный, поэтому что уменял на улице, что там через какие-то обменники, плюс-минус уже будет одинаковый курс. Сейчас даже в Кота можно покупать просто продукты долларами, и курс примерно такой же, как и в обменниках. Да. Ну, там чуть-чуть отличается. Мы вот недавно спрашивали, буквально на днях, курс был 1360, такой, ну, где, ну, в обменниках, да. В Кота мы хотели долларами оплатить, там был курс 1330, то есть вообще там меньше процента разница, поэтому, ну, все. В этом плане уже вопрос решен. Уже закрыт. даже иностранными картами, мне кажется, оплачивать что-то, ну не да, долларами. в целом, да. Там, может, какие-то, да, будут дополнительные какие-то налоги за иностранную карту, но в целом... уже не настолько ужасно, Короче, в целом, да, в целом с долларами уже начинает все открываться и более спокойно и свободно. Я еще хотел про цены на квартиры сказать. Ага. Люди думают, что здесь прям тоже ультра как-то дорого. Ну, опять же, не стоит забывать, что мы в столице живем, и ну, по сравнению с другими столицами мировыми, да, вот с Европой, здесь цены как в странах таких, как, допустим, Сербия, да, там Восточная Европа. Здесь на жилье цены не такие, как в Москве, здесь дешевле, чем в Москве. Вот. Ну, наверное, как в любом городе-миллионнике в России, да, то есть вот у нас в центре Ростова и центр здесь. Я думаю, что можно найти примерно... Хотя нет, с другой стороны, в Ростове, наверное, будет качество жилья... Ну, короче, в Ростове дешевле, да, здесь дороже. В Москве еще дороже. Но мы тоже... Ультра дорогие какие-то можно найти, что здесь, что там, что в Ростове, то есть и ультра дешевые, наверное, тоже можно найти, но это будет, здесь это будет совсем захолустье вообще. Да, но цены тоже очень сложная тема, потому что сюда, когда все приезжают, все хотят жить в классном доме с бассейном, с Паришей, и при этом не понимают, почему, типа, там цена такая большая. Ну да, блин. Хотя по мне это такая цена, как вот в Москве будет такая же, например, квартира, но без бассейна и без Парижа. Ну нет, просто ты пойди, вот реально. Это одна двухкомнатная квартира будет столько же стоить, только здесь еще куча всяких плюх будет к этому, ко всему. Ну да, ты пойди в Москве, сними квартиру с бассейном, с Паришей, со спортзалом, с коворкингом и да с охраной. И в Европе тоже. И мне ты кажется, офигеешь от нет. цены, да, то есть здесь можно там за 1500 снять однушку, да, допустим, со всеми вот этими условиями, даже, наверное, дешевле. За 1200 можно снять однушку, вот со всеми вот этими делами. Попробуй в Москве снять за 1200 за такую же цену. Короче, ну, я считаю, что здесь дешевле, чем в Москве, 100%. Ну, если мы именно про качество уровень говорим. Но, опять же, кто-то живет там и за 2500, и за 6000 долларов. То есть разные квартиры можно найти по разным ценовым категориям. Я в Пуэрто-Мадейро недавно видел квартиру, что-то там пентхаус, сколько там, сотен квадратных метров, не знаю.
Ну, цена, я запомнил, $12 тысяч в месяц. Ну, то есть это такое есть, да? Да, можно. То есть, что хотите, то и можно найти. Но при этом есть и дома старого фонда. Некоторые, например, кто из Питера приезжают, им очень нравится, чтобы скрипели полы, чтобы какая-то была история у этого дома. И наоборот, некоторым вот прям нравятся эти лифты, которые нужно открывать. И можно жить и в таких домах. То есть, ну, и они там будут иногда даже дешевле, иногда такая же стоимость. Вот. Ну, зависит именно от ремонта квартиры. И вообще зависит от того, с мебелью она или нет. Ну, короче, нужно искать и... И найдешь. И найдешь. Ты сейчас сказала про Питер, я сразу про парадные вспомнил. Здесь во многих домах какие-то обалденные подъезды. Их реально даже как-то не клеится назвать подъездом, это реально парадное. У тебя, ну, в большинстве, да, не во всех, но в большинстве там комплексов у тебя заходишь со входа, у тебя там есть зона, где людей можно встретить, да, там креслица стоят, столики, там ресепшн в элитных каких-то зданиях, да, там есть ресепшн с охранником, но вот практически во всех домах в центре, там, да, если пройдешься, там не будет просто лестницы и дверь-лестница, да, там будет дверь, холл, да, креслица, лампочка красивая, торшер, там, ну, то есть в этом плане офигенно. Мы поначалу были вообще немного удивлены такому, часто там стеклянные двери, да, там металлических глухих дверей мало, ну, у нас стеклянные, да, у нас стеклянная, там, ну, как бы, у нас стекло, много разных домов. Да. Типа есть вот там одноэтажные, двухэтажные, а есть рядом стоит какая-нибудь огромная высотка, ну как огромная высотка, 10 этажей, 8 этажей, вот, ну просто на фоне одна-двухэтажных. И она там безумно какая-то красивая. Да? Короче, новые дома прикольный дизайн имеют, да, и у всех здесь них есть выбор. Да. Просто нужно искать. Ну да. Искать и найдете. Сложности еще с жильем в том, что здесь же вот эта культура окупасов, да, есть, что... да, и поэтому арендаторы, они переживают, и поэтому приходится, да, оплачивать там какие-то дополнительные проверки на платежеспособность, да, и какие-то дополнительные залоги платить. Ну, это как в Испании, да, то есть, ну, здесь такая вот часть культуры, если ты ничего не сделаешь. В Испании сложнее найти жилье, просто потому что она как минимум меньше. Ну, типа, и меньше какого-то выбора. В Испании то, ну, наверное, да, не знаю. Про Испанию вообще ничего не знаю. Были. Да. Вот, мы просто все сравниваем по рилсам и видосикам из Ютуба. Последняя на сегодня тема, это будет тема легализации и получения гражданства. Сильно тоже не будем расходиться, да, просто скажем. Раньше, ну вот, полгода назад, да, это все поменялось. До этого времени было как? То есть ты приезжаешь, да, там ты подаешь документы на то, что ты рантьен, то, что ты там получаешь деньги из-за рубежа, да, там с каких-то... Ну, короче, у тебя пассивный доход есть, и ты можешь на этом основании оформиться и получить ВНЖ. И дальше гражданство. Либо ты там родил ребенка, да, либо ты вышел там замуж или женился на аргентинце, ты можешь получить сразу ВНЖ и сразу же там, перейти к получению гражданства. Было супер доступно, и все, кто этим воспользовался, они молодцы, да, они воспользовались. Вот. Сейчас, вот полгода назад, ввели новые правила миграционные, что теперь, чтобы получить ВНЖ, нужно попотеть немножко. Ну, что? Основное, это нужно жить здесь 2 года безвыездно, да? Пока это все в подвешенном состоянии, и пока еще это не закреплено прям в законе, то есть пока это все в каком-то, ну, нет никаких процедур прописанных, поэтому непонятно еще, как дальше быть. Но в любом случае, пока вот есть правило, нужно прожить 2 года безвыездно. И это, безусловно, это стало сложнее, но в любом случае относительно других стран, да, мира, это относительно небольшой срок все равно, потому что в той же Португалии я слышал, что сделали, перед получением гражданства, да, нужно прожить 10 лет в стране. Здесь 2 года всего лишь прожить, и потом подаешься на ВНЖ, и потом сразу же подаешься на гражданство, да. И это, на самом деле, это короткий срок, просто тут какой-то прям пошел огромный шквал негатива про Аргентину, все сразу стали уезжать. Хотя мы не понимаем, почему, потому что основное изменение связано именно с 2 годами, а все остальное также легко.
Ну, в целом, да. Также, да, не надо даже сдавать экзамен на знание языка, не надо прям каких-то супер-мега-ультра документов. То есть ты приезжаешь, да, там, допустим, родить ребенка, ты рожаешь ребенка, Живешь 2 года года. живешь, да, и потом получаешь ДНИ, ну, ВНЖ, и потом получаешь гражданство. Возможно, из-за вот этих изменений сам процесс получения гражданства ускорится, да, по времени и сожмется, потому что у нас вот мы процесс... не знаем, да, но... Ну, это возможно, скорее да. всего. У нас вот процесс получения гражданства именно уже вот у меня 1,5 года идет, да, и... Ну, я за год и 3 получила. Да, но возможно, что из-за того, что система поменялась, теперь гражданством будет заниматься миграционка, возможно, это все быстрее будет делать. То есть вы живете 2 года, получаете ДНИ и получаете быстро гражданство. Возможно, да, там за 4 месяца, за 5. Вот. Да, ну просто это сейчас, да, чуть-чуть такая сложная тема, потому что только все поменялось, и ничего еще не понятно Сейчас точно, как будет. Сейчас все в подвешенном состоянии, Да. да, но тем не менее люди все равно по старой системе еще умудряются подаваться на гражданство, да. Да. Ну, то есть пока все как бы по-старому, но есть вот такие вот еще и условия, да, что если вы просто прилетели сюда и хотите сразу податься, то, возможно, вам, ну, скорее всего, вам могут отказать за то, что нужно прожить 2 года. Да. Вот. Ну ничего такого прям страшного Ну да, нет. мы вот уже 2,5 года живем, спокойно, кайфово. Нам очень нравится Аргентина. Нам в последнее время вообще она стала еще сильнее нравиться. Мы, видимо, да, пережили все вот эти принятия, да, как это, отрицание, Стадии, принятия. да. И в целом, ну, классно. Огромное количество плюсов жить здесь. Есть минусы, как и везде. Вот. Мы живем, и все нормально. И в любом случае, мы уже 2,5 года здесь, даже чуть больше. Я бы не видел никакой проблемы, если бы мы приехали, да, и нам нужно было 2 года пожить. В любом случае, в Европе это 2, там, точнее, 5-10 лет нужно прожить, да. В Америке вообще там на грин-карту, я слышал, люди 20 лет могут ждать вообще. Ну, то есть... Нормально, ну, обычно стало, просто нормализовалась как бы система. Раньше здесь была просто раздача, да, паспортов, грубо говоря. Сейчас это все нормализовалось и стало вот, ну, просто как и везде, даже быстрее, чем во многих странах. Ладно, я думаю, мы уже много тем сегодня обсудили. Нам пора закругляться. Да, у меня уже спина болит. Герман у нас тут тоже спит, молодец, выдержал, пока мы записываем это видео. Поставьте лайк, напишите комментарий, если не согласны. Если согласны, тоже, да, если поддерживаете нас, напишите комментарий. Да. Можем обсудить, да, все, что вам не понравилось. Также... Или понравилось. Да, Ну, очень или понравилось. много. Вот в том видео очень много написала, что именно понравилось Да, видео. спасибо Просто вам. мы иногда обращаем внимание на какие-то негативные моменты. Вот. Негативные часто какие-то реально необоснованная вообще Да, какая-то дурацкие. просто желчь негативная. Вот. А положительные комментарии обоснованы. Да, спасибо вам большое. Вот. Да, комментируйте, пишите, о чем хотели бы Да. еще услышать. Мы можем вместе как бы собраться, записать. Алина может отдельно записать. Вот. Также мы еще скоро выпустим видео про поездку в Сальту и Хухуй. И также у нас там еще была поездка в Барелоче, мы там тоже поснимали, но это чуть попозже выложим. Да. Вот. Так что спасибо еще раз. Спасибо. Все, пока-пока. Пока. Эй, не получилось. Нормально.